Помните нас сухими. Королевство Камбоджа. Также некоторое время было известно как Кампучия. Несколько месяцев я побывала в этой стране сакральной энергии, которая раскрыла во мне мою внутреннюю апсару. Апсара. В этом влоге я покажу вам город Сиануквиль. Местные наши называют его город пиратов. Тяжело это объяснить, не побывав здесь и не прочувствовав этот вайб. Но вайб кайфовый, я вам скажу. Мне в моих попутчиках здесь не хватало лишь Джека Воробья. Это портовый город с шикарнейшими островами рядом. Кохрон, Кохрон-Сан-Лаэм, Принц-Айленд и другие. Город китайцев в шелковых гуччи-пижамах на мотоциклах, гангстеров, покерщиков и красивых женщин. Сегодня мы с моей Катей решили разнообразить наши сиануквильские будни и поехали на Принц-Айленд. Это в час езды от Сианука. Okay. Yes. По дороге можно увидеть величественную гигантскую статую мужчины и женщины. Одной из главных историй и легенд Камбоджи является сказка о Приатонге и Нянг-Няке, которая до сих пор исполняется как традиционная опера королевским балетом Камбоджи. Это история романтики и брака между королем и женщиной Нага. Согласно легенде, Приатонг влюбился в Нянг-Ник с первого взгляда, когда увидел, как она танцует на пляже с другими женщинами Нага, что привело к их свадьбе. Эта пара считается символическим источником кхмерской культуры. Одним из способов, которым легенда продолжает жить как активная часть камбоджийской культуры, является церемониальное поднятие чадры между молодоженами на их свадебные церемонии. Статуи очень красивые. Ночью я здесь была, меня здесь по ошибке как-то водила, вез меня в другую даль и завез в эту. И ночью такая подсветка темная. В общем, темно и такой желтый свет, они такие страшно красивые. Мне так было страшно. Водитель на тук-туке, но я ему потом даже переплатила за то, что он меня не убил, не изнасиловал. Слава богу. Ну так и правда, Кать, ну правда. Если меня вывезли куда-то 10 километров от черты города, и меня даже не ограбили, это да, вообще... Опасно. Я потом водителя еще 5 звездочек в грабе поставила и скинула 4000, жаль, молодец такой, ну это $1. Что, погнали? Погнали. Далее мы продолжили держать путь на Принц-Айленд. Мне недавно о нем рассказывала местная работница из отеля. Сказала, что его относительно недавно открыли, и она там еще не была. Но все туристы туда ездят, и им нравится. Мы по ошибке свернули с главной дороги, и за нами поехали местные ребята на мопедах. Мы вначале испугались, так как люди здесь очень разные. Есть и опасные, а есть и добряки. Как женщина у маркета, которая дала мне до вечера шлем ее ребенка, и эти пацанчики, которые вызвались нас вывести на верный маршрут. Дорога была очень пейзажная и красочная. И наконец-то мы прибыли на локацию. В чем прелесть Камбоджи? В ощущении жизни, свободы, легкости и простоты. Вышла с утра босиком, прыгнула в бассейн, выпила кофе, села на мотоцикл и поехала в джунгли. По дороге выпила кокос. Зажигаем. И вот ты валяешься на прекрасном песчаном пляже, смотришь в небо, готова наблюдать закат и радуешься, что ты позволила себя сюда привести. Хотя с другой стороны, не место красит человека, а человек место. Мне с моими людьми здесь очень повезло. Хоть и само место невероятно сказочное.
снять влог на YouTube. Я, правда, не знаю, когда я его буду монтировать, потому что я временно оказалась без лэптопа. Видите, мы с этим солнцем живем в одной вселенной. Называется Prince Island. Один из островов, куда я езжу постоянно, только вообще в другой стороне. Мы, конечно, сюда пока добрались. Там дорога такая, я прям надеюсь, мы обратно нормально доедем и телефоны довезем. Ой, тут водятся кобры. Да, там еще папоротники. А там, где папоротники, там водятся змеи. Не тычьте в гнездо. Получается, это, видите, это гнездо. Очень интересно. Не тычьте пальцем. Пчелиный улей. Как хмерский, это хотя нет, это что, японский? Потому что японский же снизу вверх, да? А китайский сюда. Не знаю, не буду умничать, не знаю. Ой, какова же красота. Ух. Там Катя. Катюня. Романтик. Кстати, один из этих островов называется остров Киев. Потому что Кох – это остров, Кох-то Киев. Получается остров Киева. Потому что показывает по локации 500 метров. Вот один из этих островов. Может, кстати, и вот этот вот. Кох-то Киев. Богиня Рим. Я ходила долго, бродила. Слышу, уже Катя кричит: Лера, потому что уже темно. А мы вдвоем сейчас будем ехать же на мопеде, мотоцикле, как это называется. Я же не вожу, Катя возит. А здесь, честно говоря, ну вообще не сохранно. В Пномпене вообще. У Кати украли 5 дней назад. Среди бела дня в центре города вырвали телефон. И мы сейчас будем вдвоем же ехать. И темно. Поэтому, надеюсь, я хорошо довезу телефон. И сделаю вам в итоге этот видеомонтаж. Потому что очень много историй. Даже людей на органы тут воруют. Поэтому лучше всего, если брать такси лучше брать с приложения. Даже там есть функция СОС, мне нужна помощь. Кто-то с руки ловит, едет куда-нибудь, и все, пиши пропало. Недавно вот парочка была европейская, что меня укусила. Он тоже парень какой-то из великобританец. В общем, небезопасно, лучше, конечно, вдвоем. Потому что я вроде бы и сама на мопеде ездила. Я обычно к вечеру куда-то вылажу, а потом мне, честно говоря, стрёмно самой ехать, поэтому лучше тут держаться вдвоем. Чё, Кать, ехать будем? Да, поехали. Переживаешь? Да нет. Не, нормально, доедем. Сделали так, мы нашли местного мужичка, он через час будет ехать в город, потому что мы с Катюней не знали, как добраться, в какую сторону, потому что мы сюда ехали, мы запутались, мы добирались к какой-то деревне, и, честно говоря, опасно, потому что могут так и напасть, особенно в такое время, особенно две светлые головы, поэтому мы сейчас посидим, подождем и будем ехать, дядечка нас довезет до въезда в город. Сегодня Кхмерский Новый год, и они все обливают водой с ног до головы и обливают, обсыпают тальком. В итоге все ходят такие белые и страшные. Я сейчас еду в машине, уже дети начали пыляться. Я вчера была у косметолога, она мне, в общем, содрала кожу, мне нельзя ни краситься, ни на солнце. Я не знаю, как мне, хоть целлофановый пакет на голову надевай. То, что мы сейчас пойдем посмотрим, я вам постараюсь аккуратно поснимать, что будет происходить на Кхмерский Новый год. Ну, кхмерка, у которой я жила в отеле, она говорит: я на Кхмерский Новый год никуда ни ногой не выхожу, потому что люди любят напиться, обгуляться, говорит, кому-то может сказать, типа, нет, и они тебя не тронут, а кому-то все равно, они же тебя будут, в общем, гулять,
могут делать, что им надо. И поэтому очень много беспредела может быть, поэтому надо быть максимально осторожным. Мы готовы к Новому году, к Мерскому. Как на Tomorrowland собрались. Хмерский Tomorrowland. Что такое? Ребятки, запомните нас сухими! Боже, кто это? Женщина, кто это девушка, кто это львица, жрица, богиня? Это же... Катя. Ой, ребята такие подготовленные. Nice. Enjoy, guys. Happy New Year. Где дети стоят? Где дети? Там дети где-то наготове лежат. Где? Кать, ну нам как бы хана, нам как бы туда, нам как бы без вариантов. Проверяем прочность айфона. Уже снимаю. Ты куришь, самая мокрая. Happy New Year! Здравствуйте, добро пожаловать! Не, ну вы посмотрите на этих. Опа! Главный праздник Khmerский Новый год в Камбодже отмечают в середине апреля, и длится он целых 3 дня. Наступление Нового года по-камбоджийски приурочено к сбору урожая, перед жарой и сезоном дождей. Местные жители обливают друг друга водой, обязательно чистой и пресной, и мажут тальком лицо и части тела, тем самым желая счастья тому, кого измазали. Люди обмазывают друг друга тальком и глиной в знак защиты от злых духов, поливают водой соседей, проходящие мимо машины, и пассажиров такси, тук-туков. В новогоднюю ночь в Камбодже проводятся вечеринки в туристических кварталах и отелях. Там устраивают праздничные ужины, дискотеки и разные торжественные мероприятия. Практически на всех курортах эпицентр массовых гуляний на пляжах. Обожаю свою жизнь и такие моменты. Мне вот 34 года. Это первый Khmerский Новый год в моей жизни. Я вообще не знала, что он существует. Потом еще вроде вьетнамский. Постоянно что-то новое. Боже, жизнь, она так многогранна. Столько всего интересного, столько традиций, культур, столько... Ну, я к тому, что я просто восхищалась этим всем, а потом вспомнила, что у меня происходит в стране. И думаю, почему при изобилии Вселенной и всех благ, которые нам дает Земля, и при ценности жизни, и самое святое, и самое важное, что есть, это жизнь у человека, может происходить то, что происходит сегодня в моей стране. Я пытаюсь себе это объяснять, но объяснение мне это никогда, в любом случае, кармические, не кармические, для меня это не объяснение. Есть ценность жизни сегодня, здесь и сейчас. Желаю нам всем мира. Мы подумали с Катей поехать переодеться, потому что мы мокрые, джинсы мокрые, все мокрое, вообще не варим, никуда мы не пойдем. Зато знаете что? Местные кокаинщики сегодня прятаться не будут, у них и так все, зашибись. Камбоджа страна такая, знаете ли.
I'm losing control, relieving the pressure, baby. Чем я люблю Азию? Ежедневно босиком. Ну, пока не жарко, потому что потом тапочки надо. Хочу вам показать одно из моих самых любимых мест Сианаквиля для того, чтобы встречать здесь закаты. Отель Independence – мое место силы в Сиануке. Здесь есть и залив, и джунгли, и обезьяны. Великолепнейший закат под бокальчик просекко или кокос. У меня здесь абонемент в спа. 2 месяца $70, включая бассейн, включая спа. Дополнительно 10% идет на еду и 30% на спа-процедуры. Боже, как это неимоверно. Видно вот эти острова. Обожаю здешний закат. Вашему вниманию сейчас покажу номер, в котором жила Жаклин Кеннеди, когда посещала Сиануквиль. Сиануквиль – единственный морской курорт Камбоджи, расположился на берегу Сиамского залива. В Independence Hotel отличный сервис, частные пляжи, чистое море и достойная инфраструктура, прекрасная отельная территория и абсолютная безопасность. В 1967 году в Independence останавливалась сама Жаклин Кеннеди. На тот момент бывшая экс-первая леди США была послом доброй воли, и вот уже полвека отель этим несказанно гордится. Морской курорт Камбоджи, неторопливый Сиануквиль, рад путешественникам круглый год. Здесь всегда около плюс 30-32, вода чуть прохладнее воздуха. Не стоит бояться сезона дождей. Туристы, отправляющиеся на отдых с детьми в этот райский уголок, рассказывали, что дождь набегает, проливается со звоном и шорохом, омывая все вокруг, и в небе вновь сияет солнце. Хочется отметить одно из самых полюбившихся мне заведений – Coastal Cafe. Когда я скучаю за нашей домашней кухней, сразу иду сюда. Конечно же, все благополучно съела, но тем не менее, вот кафе, днепровские ребята, украинская, славянская кухня. Пожалуйста, Владимир, хозяин. У них очень вкусные салаты, все цены очень хорошие, тоже, как по мне, для Сиануквиля. Я обожаю здесь чикен-котлетка, куриная котлетка и уточка тут прекрасная, любителям утки. Я вообще утку не очень люблю, но она мне зашла прям, даже на нелюбителя утки зашла. Пельмени, вареники, мороженые. С удовольствием. Да. Приходите, будете правы. Да. Всем гостям. Добро пожаловать. Всего доброго. Так вышло, что пока я ездила на острова, я не планировала делать влог, поэтому полный обзор моего любимого острова отсутствует. Но сделать обзор номера моей любимой виллы в отеле Ля Перл на острове Сан-Лаэм, к счастью, у меня получилось. На острова вы можете приехать из порта. Билеты приобретаются на месте или заранее онлайн. Отправление на момент съемки видео в 9 утра, 12 дня и 3 дня. Обратно примерно по такому же времени. Остров Сан-Лаэм более спокойный, релаксирующий, как для меня. Также есть остров Кохронг, он более тусовочный для молодежи. Еще один залипательный день с моей Катей в Индепенденсе. Местные обезьяны. Вы можете просто приехать сюда на них посмотреть. Рекомендую здесь же снять виллу, она шикарна. Я отмечала здесь день рождения. К сожалению, видео не снимала. Закат, как обычно, бомбический. Ну и в заключение моего сиануквильского влога покажу вам один из местных храмов, который мы пришли посмотреть с девочками. Территория открыта, оставлю вам локацию в описании. Окунуться в тайны древних цивилизаций, почувствовать весь колорит азиатской культуры и насладиться отдыхом на песчаных берегах
Все это доступно в Камбодже. Эта страна постоянно становится все более привлекательной для туристов. Особой красотой и таинственностью славятся храмы Wat Leo и Wat Krom. Нижний храм Wat Krom, который посвящен богине Ямао. Она, по легенде камбоджийского поверья, дух черной женщины, которая, утопившись, превратилась в богиню. Но есть и другие поверья, где Ямао считается вечным роком местного народа. Ее боготворят и боятся, даже приносят подношения в виде фалосов и бананов. Прежде чем отправиться на рыбалку, местные жители сначала задобрят Ямао. И интересно, что даже таксисты Камбоджи поклоняются местной богине. Не удивляйтесь, если увидите на приборной доске бананы, они предназначены для подношения Ямао. Нижняя пагода – это буддийский монастырь, который интересен удивительными ступами, а также часовня, которая посвящена духу Ямао. Здесь вы можете насладиться необычной архитектурой построек, необычными узорами отделки статуй, а также насладиться первозданной природой здешних окраин. Красивые леса, пальмовые рощи, зеленые долины – все это вы можете наблюдать со склонов гор. Пришли с девочками на кладбище. Всегда за храмами есть кладбище. Здесь захоронены монахи. Дух хочет об мои ноги потеряться. У здешних котов у всех нет хвостов. Генетически Да, так. решили. Слушайте, Слушай, это самая добрая кошка. Хорошая кошка. Ну мы пошли. Ты с нами? Ну пойдем. Я с горы видела, получается, озеро через все вот эти захоронения. Скину фотки. Это очень классно. Все мы не знаю откуда пришли, и все мы в никуда уйдем. Вот. Ты чей дух? Могилы этой? Да? Это твоя могила? Чей ты дух? Красопета. Всех здешних котов по природе нет хвостов. Я тоже вначале думала, что их обрубают, а их просто у них изначально вот такие, они такие рождаются. Представляете? Полицейского. Вот видите, кто-то вот вещи сушит. Возможно, даже кто-то здесь живет. Вот еще одна без хвоста. Привет, Леша. Вот смотрите на этих Ларри Крофт. Посмотрите на этого страшного пса. Он прям такой из преисподней спустился. Кладбищенский пес. Добрый, хвостом вертит, а выглядит злым и страшным. Пожалуйста, монахи. Там мы в храм зашли. Жертвенница. Вот храм. У меня есть великолепный водитель в Сиануквиле. VIP-сервис. Вот он мне бутылочки с водой подготовил. Вот. Хорошие доступные цены, хорошие машины. Оставлю вам комментарии ниже с его контактами. Обращайтесь. Классный мужик. И на английском говорит. Я сегодня в предвкушении. Я еду в такое место, что я сама себе завидую. Смотрите, какой прекрасный мужчина, какой прекрасный водитель. Довезет с комфортом.